Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Прямо сейчас на связи Пламен Патков, известный болгарский политолог и политический эксперт. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую растущую любознательную аудиторию из этих наших немножко походных условиях. Но мы держим руку на пульсе и постараемся вас все равно не разочаровывать. Да, условия походные, но, знаете, тем важнее, да, тем ценнее анализ происходящего. Сегодня на самом деле в рамках нашего прямого эфира, как обычно, мы постараемся ответить и на ваши вопросы, поэтому ссылки все есть, сообщество YouTube, там можно оставить заблаговременно вопрос, также закрытый клуб зрителей Шелест и, конечно же, да, вот QR-код, который можно использовать. Всем большое спасибо за поддержку. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пишите, что думаете. Чат трансляции тоже в конце мы опросим, точнее он опросит Пламена Паскова, поэтому на финал готовьте свои вопросы. Ну и традиционно начнем с опроса эфира дня сегодняшнего. Он необычный, многие подметили, какой-то такой, ну как, вообще можно задавать такие вопросы? Можно, потому что такие вопросы задают социологам украинским. В общем, недавно вышел рейтинг, опрос, и там много интересного, конечно, там доверие ТЦК, не ТЦК, кому персонально доверяют, политические партии условные, существующие, лидеры, конечно, Зеленский впереди Залужного, это точно. Но там есть один очень интересный вопрос. Украинцев спросили, а вы вообще за то, чтобы проводить референдум об окончании войны? Ну, там можно по-разному формулировать условия окончания войны или еще что-то в этом духе. И этот опрос я перенес в рамки нашего сегодняшнего эфира. Так вот, нужен ли референдум об окончании войны в Украине? И варианты ответов: нет, война же идет, это невозможно. Толку, смухлюют и все равно обставят так, чтобы было выгодно власти, вот этому сегодняшнему режиму украинскому. Следующий вариант. Выборы президента и Рады нужны. Это и будет и референдум об окончании войны, и в принципе, да, вот волеизъявление, выпуск пара, и вот может надежда на какое-то новое продолжение. Ну и еще вопрос, в вопросе вариант ответа однозначно да, потому что пора уже людей спросить по поводу этой войны, кто за что воюет и готов продолжать или готов на каких условиях сворачивать. Давайте с этого начнем. Очень интересный на самом деле вопрос. Он как бы прямой, да, народовластие, источник власти, народ. А нужен ли референдум во время войны? Честно говоря, вопрос, конечно, непростой. Хотя непростой ответ без претензий на истинных последней инстанции, что да, возможен. Возможен, потому что во время войны, которая занимает, там, 20% территории уже проиграно. 22 некоторые говорят, может быть 23, меньше 25. Соответственно, и часть населения уже потеряна. Идут удары по остальной части, конечно, непропорционально, но больше всего достается именно тем 50 километров, которые недалеко от условной линии фронта, потому что линии фронта как таковой нет. То есть за 3,5 года, я думаю, что уже у достаточно большого количества украинского населения формировалось уже устойчивое мнение насчет того, нужна ли нам эта война, ради чего мы вообще-то воюем, страдаем, погибаем, хороним наших близких, знакомых, родней, друзей и незнакомых. И если эта война прекратится, сейчас даже если в этих там примерных границах, нам от этого будет хуже, лучше или так же. То есть вот такие непростые философские, соломоновские, может быть, даже вопросы, я уверен, задают, и ответы себе нашла более 80, не побоюсь этого страшного слова, 90% из населения Украины. И я думаю, что все те, которые считают, что война должна продолжаться, ТЦК с радостью их встретят, ТЦК их обнимут, их транспортируют, оденут, накормят, обучат, вооружат и предоставят им все возможности. Убьют, Пламен, подождите, убьют с радостью.
Последние, Ну, последние две ну, смерти вы это просто понимаете, там, ужас. да-да-да. Ну, Эти опции тоже прилагаются. Если так сильно хочешь умереть, ТЦК могут и заблаговременно обеспечить тебе эту услугу, даже не транспортируют тебя до линии фронта, потому что ты внезапно, хотя говорил, что ты из-за войны, а сейчас, оказывается, ты не сильно этого хочешь. Ну, это самое. То есть, если это процентовка, я не знаю, как будут голосовать наши зрители. Я рискну поделиться своим мнением на правах человека, который наблюдает всеми этими процессами и который болеет за общее единство тех, которые сейчас воюют. Потому что это по Пушкину вечные споры славяне между собой. Славяне, между собой, это же между собой должен же закончиться, причем должен закончиться миром, должен закончиться помянем убиенных, помиримся, и выводы нужно сделать для того, чтобы этого никогда больше не было. То есть я уверен, что за 3,5 года, больше уже, чем 3,5 года, 80 плюс 90 плюс процентов населения Украины уже точно может сказать, хочет или не хочет вот эту войну. Ради чего эта война? Мне от этого что? Зачем мне это надо? И что становится так сильно хуже или плохо, если мы скажем, даже прекращаем войну на условиях полной капитуляции. Даже такое скверное, ужасное, вообще очень неправоверное слово, политически некорректное слово. Полная капитуляция. Дальше что? Что с нами будет? Придут и расстреляют, придут и отберут все, или в тюрьму посадят, и что именно будут делать? То есть, если вот такие вопросы человек начинает себе задавать, то я уверен, за 3,5 года этот референдум покажет очень интересные результаты, которые удивительным образом могут практически совпасть с другим референдумом 17 марта 1991 года, когда был всесоюзный референдум, и население Украинской Советской Социалистической Республики в многих отношениях самое привилегированное, самое образованное, самое индустриальное, самое технологическое, самое передовое, в многих-многих отношениях была. Тогда 70 с чем-то, 73-77% проголосовали за сохранение Советского Союза. Если сейчас будет референдум за войны, он удивительным образом, я уверен, результаты будут совпадать именно с этим же 91 годом, 17 марта референдум. ну, смотрите, мы понимаем, понимаете, понимаем 100%, что это всегда такое поле для манипуляции, перекладывания ответственности, грубо говоря, к этой войне привели элиты, не сумевшие договориться и избежать этой войны, к эту войну заказали на Западе, эту войну, собственно, поэтому украинцев никто не спросит. Это мы понимаем. И скепсис там в комментариях, который сейчас в чате трансляция идет, который вы напишите наверняка, если посмотрите в записи наш сегодняшний эфир, я понимаю и разделяю. И даже гипотетически, если какой-то референдум будет, то это исключительно прикрыть задницы власти, чтобы переложить ответственность. Мол, мы бы воевали до конца, но вот смотрите, народ, или что-то в этом духе. Или наоборот, смотрите, весь народ за, а вы тут против, и продолжать репрессии. Это так по-украински, особенно в последнее время. Я хотел бы, мы сейчас поговорим о Трампе, о вариантах, сценариях завершения войны, поговорим о Путине и Зеленском, об этой встрече, гарантии безопасности, которые набили оскомину, и там Рубио какие-то, как пионер-вожатый, собирает этих европейских своих коллег, и украинский там коллега. Но я бы все-таки в продолжении этого референдума, в продолжении, скажем так, этой темы по поводу Украины, а какой Украины, да? В какой Украине проводить референдум во время войны? Опять-таки, народ не спросили, но то, что мы видим, принимает уже угрожающие какие-то формы и объемы, и масштабы. Фактически, Украина нападает на Венгрию, заявляет Орбан и Сиярто. В очередной раз был поражен нефтепровод «Дружба». Зеленский в празднествах, скажем так, комментариев говорит о том, что, мол, сейчас все зависит от Венгрии, будет ли дружба. Скандал продолжается. С Сибигой говорят словаки, венгры. Фактически они получили серьезный мощный удар по своему энергетическому потенциалу и безопасности энергетической. Сиярто, самое свежее его заявление, в общем, угрожает Украине прекратить поставки электроэнергии.
Будапешт закупает нефть у Российской Федерации, и вот глава МИД Сиярто говорит, что из Венгрии идет 40% света украинского, но вот понятно, что венгры, мол, они сердобольные, не хотят, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского, это я процитировал Сиярто. То есть словаки говорят, дизель прекратим поставлять. Там очень серьезный кусок поставок горючки, да, вот именно из Словакии. Венгры говорят, свет будем перерезать. А Зеленский бьет и бьет по дружбе. Зачем? И как вы видите надзирателя в этом конфликте? Я имею в виду европейскую бюрократию. Такое ощущение складывается, что словаков и венгров заказали у Зеленского. Здесь, наверное, надо подняться чуточку выше, для того, чтобы увидеть вещи в масштабе, наверное, с высоты полета орла. Ну, не побоюсь этого слова. Ладно, не будет орла. Дрона, можно даже и там МКС немножко так. Не, МКС многовато. Дрон, большого дрона. Дрон так высоко. Ну да, пусть будет дроном. Вы припоминаете, как относился Джозеф Байден к разрешению Украине бить по НПЗ России? Когда давали атаки МС и любые другие вооружения, всегда делали твердые уговоры, что бить по НПЗ России нельзя. Не только по канонической России, бить по НПЗ России нельзя. А сейчас, когда Джозефа Байдена нет, он там то ли плохой, то ли хороший, там, в зависимости от точки зрения разных сведомых и разных там других специфических ребят, там ООН, УПА и прочее и так далее. А сейчас тот рыжий человек, который принято называть в нынешней Украине, скажем так, тоже с неоднозначными такими определениями, то хороший, то плохой, то ужасный, то халуи Путина, то неважно как, все американские оружия, которые поступают, совершенно свободно применяются по российскому НПЗ. Причем применяются так, что некоторые говорят 13, другие говорят 15, третьи говорят 17, четвертые даже говорят, ну почти 20% из российского НПЗ уже чуть-чуть, либо повреждено, либо уже понесло удары. Я не знаю, как эти проценты определяют, не количеством там, топлива, ценой этого топлива, значение в каком-то общем, не знаю, как это определяют. И поэтому я беру эти цифры, ну, за что купил, за то и продаю, и соответственно, за достоверность этих цифр лежит на те, которые это публиковали. Но суть в том, что если поражения по российскому НПЗ будут продолжаться, они, скорее всего, будут, потому что во-первых, сейчас происходит готовность к вооружению, к производству такую ракету, достаточно скверную с точки зрения боеспособности, скверную для противника. Фламинго FP5, которая должна достигать до 3000 километров, то есть это глубоко и далеко за Уралом. То есть любые там предприятия военно-промышленного комплекса либо НПЗ России, которые там в этой зоне могут быть под ударом. Количество этих ракет, которые будут производиться по, естественно, британской, мягко говоря, лицензии на территории Украины, планируется пока что штуку в день, а нужно выйти на 7 штук в день, а это огромное, это 6-метровое. Ну, коротко говоря, это серьезное оружие, заслуживающее, конечно, отдельный разговор. И параллельно с этим серьезным оружием Америка только что одобрила поставку, которая должна быть произведена в рамках 6 недель, то есть под конец сентября, начало октября, специфические ракеты в количестве 3350 штук, которые даже не нуждаются в GPS-навигации, хотя они высокоточные, то есть более 50% из запущенных ракет бьют в цель размером 10 на 10 метров, а это уже считается высокоточные. Там диаметр, радиус их действия, ключом доступа, что называется, 400 с чем-то километров, что достаточно тяжело и серьезно может раскошмарить абсолютно все российское НПЗ, но ближайшие там 400 с небольшим километров от линии соприкосновений. Если так, во времен Трампа можно бить по НПЗ, а временами Байдена нельзя бить по НПЗ, потому что
МПЗ российскому, потому что это поднимет цены на энергоносители в мире. Но на самом деле оправдание так себе, потому что если будут бить по НПЗ, это означает, что Россия будет вынуждена больше продавать сырую нефть, и таким образом, естественно, цена на нефть на мировом рынке как раз следует ожидать, что она будет падать, а не повышаться. Но не суть. Суть в том, что сейчас, когда Зеленский бьет по дружбе, до этого бил по этому там Усть-Ладоге, по-моему, недалеко от Санкт-Петербурга, где основной Балтийский порт, откуда Россия отгружает нефть в сторону Индии. То есть вот эти удары, они уже приносят определенные результаты. Неприятные, болезненные для российской экономики, для российского энергоснабжения, даже и для российского быта. Я сейчас это подробно рассказывать не буду. Но идея в другом. Если они бьют по дружбе, причем более чем один раз, хотя некоторым, наверное, кажется, что мнение Сиарту и Орбана, что Украина нападает на Венгрию, может быть, как-то чересчур гипербола, на самом деле не гипербола. Потому что дружба, нефтепровод дружба кормит именно Европу. Он не кормит Украину. То есть, когда Украина намеренно бьет по инфраструктуру дружбы, она намеренно бьет не по интересам России, а намеренно бьет по интересам получателей, тех, которые уже за это заплатили. И таким образом, естественно, невозможно ожидать, что если кто-то разрушит или нарушит, или сделает с дружбой то, что было сделано с Северным потоком 1 и 2, каким-то невероятным, мистическим, можно сказать, иррациональным образом Венгрия внезапно станет другом Украины, внезапно станет врагом России, и, соответственно, Словакия сделает то же самое. Это как раз настолько иррационально, что, как мы видим, все происходит именно не в иррациональном русле, а именно в рациональном. То есть они начинают огрызаться и быть в гневе праведном, не господнем, а праведным, в сторону Банковой. И они совершенно правы. Более того, как вы только что перечислили, у них есть чем ответить. Если Банковый будет продолжать хулиганить, причем именно так, чтобы это было плохо венграм и словакам, у них тумблеров тоже есть, тумблер тоже можно выключить, на рычажок тоже можно нажать. Вы меня удивили вот этими цифрами, что Венгрия поставляет 40% энергии, ну там света, что называется, для Украины, я этого не знал. Я знал, что европейские страны дают энергию, в том числе и моя родная Болгария, тоже свою такую специфическую дань платит. Ну что Венгрия, грубо говоря, в ответе либо за трафика, за трансферты, либо за продукцию вот этих 40%, честно говоря, я не знал. Ну, это может быть через территорию Венгрии, потому что там оттуда энергомост, вот этот многострадальный, выстраданный. Тем не менее, они это контролируют. Тем не менее, они это контролируют. Как бы ни было, я удивлен, потому что генерация на территории Украины не пострадала так пропорционально, чтобы она нуждалась в 40% импорта света. Ну да, Запорожская атомная электростанция, там без вопросов, это имеет значение, но она не единственная. Там, по-моему, были 4 большие, плюс еще парочку не такие уж большие по генерации атомной электростанции на территории Украины, остальные из которых никто не трогал, ничего не было, и что, они не могут справиться, что ли? Я понимаю, что Россия нещадно била по распределению энергии, с этим все понятно. И там есть определенные сложности, но если ты знаешь, что ты зависишь от Венгрии и от Словакии, и делать то, что тебе не на пользу, бить по нефтепроводу дружбы на территории России не приносит никакую пользу Украине. Ну, ни экономическую, ни военную, ни финансовую, никакую. А приносит единственное только ущерб вот этим двум странам, причем самым прямым образом. Ну, зачем ты это делаешь и на что ты рассчитывал? Ну, получил именно то, что следовало бы ожидать, и не то, что он, наверное, рассчитывал. И кому жаловаться? Папе Римскому или армянскому папе? В Москву жаловаться. А, Москву. Это правильный адрес, действительно, не подумал. Ну, так Сибига отвечал. В Москву жалуйтесь, мол, венгры, чего это вы тут? Давайте. И вы же видите... Это Сибига, да-да-да. Сибига так подсказал. Грамотно и дипломатически так это подсказал, да? Смотрите, на самом деле тут же возникает вопрос, как обставить это нападение. И если это правда нападение на Венгрию, на страну НАТО, возникает вопрос, а где 5-я статья? 5-я статья тихо себе лежит и не думает даже проснуться, либо выпрямиться и запуститься в силу с момента ее написания, и никогда об этом не думал.
Вот это 5 статья. Если мы сейчас были бы не в походных таких условиях, а, можно сказать, в студийных, я сразу бы с удовольствием ее еще раз бы достал, прочитал бы слово за словом, и мы вместе сразу поняли значение этих слов, что абсолютно никто ничем специфическим, специальным, тем более всеохватным и тем более вооруженным образом не обязан на случай, если какая-то не натовская страна нападет на натовскую страну. Тем более там нет никаких вариантов, что произойдет, если натовская страна нападет на натовскую страну, то есть на военного союзника своего. То есть и 5, и 6, и другие статьи НАТО. Это такая литература, это такая ненаучная фантастика, это такой бред сивой кобылы, который, только те, которые это не читали, причем с умом, с пониманием, с осмыслением, они могут считать, что вот это клише 5 статья кого-то где-то как-то от чего-то обороняет, защищает, либо ограждает. Ничего подобного. 5 статья, как она была написана, как чернила там высохло, как бумажку там положили, и 5 статья так и будет лежать до конца существования НАТО. Никого никогда 5 статья не задействует. Она так написана, что если не натовская страна нападет на натовскую страну, всей своей страшной грозной военной мощью, все остальные натовские страны обязаны предпринять то, они считают нужным, возможным и вообще-то, то они сочтут нужным. Они могут счесть нужным, что нужно отправить подгузники. Они могут счесть нужным, что нужно отправить прокладки дамские, либо там минеральную водичку, может быть какие-то кепки военные. И на это все. Они не обязаны отправлять ни войска, ни вооружения, ни боеприпасы, ни нападать на это. Ничего подобного они не обязаны. Они обязаны сделать то, что в их силах, возможности. И жаль, что она у меня нет, чтобы мы могли это прочитать. Вообще ни о чем. 5 статья. Поэтому вот это рвение нынешнего руководства Украины, причем не только нынешнего и прежнего, что мы должны войти в НАТО, вот мы это записали в Конституцию свою, всем натовским странам бояться здесь вообще это построиться и принимать, и голосовать за принятие нас в НАТО, иначе, видите, мы здесь это Конституцию как написали. И что из этого следует? Даже если Украина была бы второй натовской страной после первой, допустим, Америки, если она была бы в НАТО, что думаете, что произошло бы? Что здесь пришел бы 6-й американский флот, может быть, вся британская армия, может, вся французская, может, что-то другое, что было бы? Вообще ровным счетом ничего больше, чем то, что и сейчас есть. Ни на одной наночастице, наносекунды, либо нанопатрона не пришло бы больше, чем сейчас. А так рвением. НАТО так НАТО. Стадион так стадион, НАТО так НАТО. Идите в НАТО, и что? Нет, это же, понимаете, тут же это путь, по нему можно идти очень, очень долго. Тут же момент, он очень здорово пересекается с... Зеленский сегодня, это прямо сейчас в прямом эфире, он сообщил, что поговорил с премьером Свириденко. Сегодня отрапортовал, что будут принято изменение в пересечении границы мужчин от 18 до 22. Это вот то обещание перед Днем независимости, которое давали, вроде как сегодня, сейчас там правила обновят, и мы увидим, всех с 18 до 22 будут выпускать, или каких-то особенных, или студентов, или кого еще. В общем, посмотрим. Это осталось недолго, я так понимаю, сейчас быстренько это выкатят. И в процессе этого обсуждения сегодня с ней, с Свириденко, он сообщил, что в конце недели США, то есть Украина, будут вместе с Европой будут встречаться и обсуждать гарантии безопасности. Рубио по гарантиям безопасности уже со всеми созвонился, теперь надо еще и встретиться, и вот это все, так сказать, обсудить. И также был доклад о работе со всеми партнерами в коалиции желающих, пишет официальный телеграм Зеленского. Европа, США и другие партнеры в течение недели будут встречи, рабочие контакты. Такое ощущение сложилось, Пламен, что всех все устраивает. Смотрите, Трамп блестяще выскочил из ловушки, а ее весной расставили эти сети, и туда Трамп угодил, ловушки прекращения огня. И вот что бы ни происходило, то есть
Трампу говорят, это Америка предложила прекращение огня, смотрите, вы американцев не слушаетесь. И те не могут ничего сказать, потому что вроде как это обсуждалось. И это капкан был. После Аляски капкан сломали, выбросили в мусор. То есть этого нет. Сейчас не идет никто к прекращению огня. Все идут к полноценному миру. Так а что это за гарантии? Это же мы опять наблюдаем какую-то вот очень интересную историю, то есть как бы, ну, когда прыгают через голову, да? То есть обсуждают гарантии безопасности, так о мире никто не договорился. Условия мира, они, это ну, как бы телега впереди лошади. Условия мира сначала, а потом гарантии. А у нас получается наоборот. Что это за цирк, что за игра с этими гарантиями? Вы совершенно правы, что опять поменяли место телеги и лошади, потому что обычно вот эти условия начинаются после хотя бы прекращения огня. И если мы не договоримся об условиях мира, то тогда прекращение огня прекращается и продолжается война. Здесь говорят, что нам сначала нужно договориться об условиях мира, потом мы прекратим огонь. И, соответственно, огонь, естественно, продолжается. Что достаточно неплохо должно было бы устраивать и Банковую, и Кремль, потому что это две главные стороны, которые заинтересованы в продолжении именно огня пока что. Однако, когда вы сказали, что все готовятся к миру, а вообще-то вооружаются, на самом деле так оно и есть. Сивис пацем парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. И все действительно здоровски вооружаются, потому что 4 с чем-то миллиарда долларов несколько дней назад Европейский Союз выделил опять Украине в виде вооружений. 10,4 миллиарда евро опять Европейский Союз выделил прямую финансовую помощь Украине из замороженных российских активов, опять на днях. А Америка 3350 этих ракет выделяет. Вроде бы все идет к прекращению огня, к умиротворению, а вот так вооружаем. Потом Британия, естественно, занимается процессом. Британия тоже выделила сколько там миллиардов паундов, я сейчас, конечно, на память не скажу, тоже на вооружение Украины. То есть все европейские, кстати, Германия заложила в свой бюджет, а не военный бюджет, именно в бюджете, что 9 миллиардов в год до какого-то 30 какого-то года евро Германия будет оказывать помощь Украине. Насколько это помощь, насколько это финансовая, продуктовая, либо военная, это, конечно, вопрос скользкий, мутный, не будем сейчас это конкретизировать. Все, что называл помощь, прошу принимать единственное только с кавычками, потому что это лицемерие выше среднего, можно так это назвать. Но все страны подключаются к ужесточению и эскалации военной подготовки к миру, к такому миру, который, такая борьба за мир будет, что камень на камень не останется, и уже там, где они борются за этот мир, действительно камень на камень не остался. Когда вы говорите о гарантиях безопасности Америки, раньше времен Байдена я с чистой совестью постоянно повторял, что никакие гарантии, никакой безопасности никогда, ни за что Америка, вот это байденовская, Украине не даст ни на какие условия. Так оно и было. То есть оружие отправляли, гарантии безопасности, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего не вижу, и даже меня не спрашиваете об этом. Сейчас, не впервые, вы сейчас процитировали Рубио, но не только Рубио, слова о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Государств Америки в сторону Украины прозвучали и в Анкоридже из уст чуть не Байдена, Трампа, Рубио и другие американские сотрудники говорят, что гарантии безопасности будут. Они не только будут, они уже идут. Потому что, чем, кроме как не некоторая гарантия безопасности, является вот эта поставка вот этих ракет не в количестве штучных таких, грубо говоря, капельным образом, как раньше времен Байдена подавались, а 3350 таких ракет достаточно, РАМ, что называется, Extended Range и прочее, достаточно опасное, интересное оружие, против которого, если против атак МС у российского ПВО уже есть коэффициент полезного сбивания 40+, то для этих ракет, у которых нет GPS-навигации, то есть неоткуда взять, как они действительно наводятся, там дела достаточно сложные. 3350 к концу сентября. Гарантии безопасности со стороны Америки точно будут. Однако эти гарантии безопасности вступят в военную силу именно после прекращения огня
И после вот этих 4 пунктов, которые мы говорили. Назначение выборов, проведение выборов и ратификации вот этих земельных там редкоземов, частоземов и всех остальных недр Украины заново, с новой Радой, с новым президентом. Вот после этого настоящие гарантии безопасности в виде даже вооруженных сил американских будет на территории Украины, и там, где будут американские подразделения, место, качалки, там добычи и всего остального, там войны не будет. Все остальное может сгореть дотла. Вот там будет всегда оазис, там будет всегда тихо, мирно, и ничего плохого не будет. Вот это и есть гарантии безопасности, которые, во-первых, не просто видятся Америке, а которые Америка намерена реально осуществить. Я в этом вообще не сомневаюсь. Америка это действительно сделает, потому что Америка это всегда так делает. Они приходят в качестве гарантии безопасности Ирака, то есть там, где они добывали, там войны не было, все остальное, конечно, война шла полным ходом, в Сирии, везде. В Афганистане, где американские войска, там практически, там более-менее. То есть во все получается, остальное, что США никуда не уходят из Украины. сказать, что они не уходят, это означает, что они пришли. Они пока что не пришли. Если чисто так количественно смотреть, то британцы пока что никуда не ушли. Американцы, если их есть, они в 3-4 раза меньше, чем британцы. Вот американцы не то, что не ушли, американцы придут, потому что пока что их мало. Не скажу, что их нет, потому что пока что их мало. Потому что если британцы на 70-80% плотностью и физически, и количественно, и в прямом смысле этого слова территории Украины, получили 100-летний договор, а это 100-летний договор 100% потом ушел к Трампу, значит британцы там не удел. Для того, чтобы американцы занимались, грубо говоря, тем, что им сейчас положено, в силу этого не 100-летнего договора, который, опять же, та же самая Юлия Свириденко там подписывала, с Скоттом Бессентом, это было 5 мая, если мая или 1 или 1 мая даже, по-моему, она это подписывала, в Америке, когда она там летала, в другом своем статусе, но все-таки подписи легитимные, так оно и есть. То есть они идут туда, они придут, американцы придут туда вооруженным образом не для того, чтобы воевать с Россией, а для того, чтобы воевать со всеми, которые приблизятся к месту эксплуатации, разведки, либо транспортировки этого добра. Вот с этими они будут воевать. А если кто-то другой нападает на Киев, либо что-нибудь другое, поверьте, не будут воевать. Если согласно вот этим планам Виткуфа 17 и 25, которые перекочевали к Анкориджу процентов на 70-80%, также там включено и то, что американцы должны управлять Запорожской атомной электростанцией. Если американцы должны управлять Запорожской атомной электростанцией, там тоже будут американские войска. И все, которые будут приближаться к этой Запорожской атомной электростанции, что со стороны Украины, что со стороны Российской Федерации, что военные, что цивильные, их будут истреблять. С ними их будут убивать. Чем? Какими ресурсами? Пламен, понимаете, это все, конечно, звучит очень, публицистично, может быть, может быть и ярко, но погодите. Нет, подождите, кто, как, какими средствами? То есть, еще раз, это эти Б-2 вот эти полетят, как на Иран, вот это будут туда-сюда через океаны ездить. Смотрите, здесь какая-то, мне кажется, есть определенный подвох в этой всей ситуации. Значит, мы же видим, все говорят о мире, да? Все говорят, справедливый мир, мы за мир, и мы за мир, и все за мир. Но миром и не пахнет от слова совсем. Потому что есть четкие определенные условия, которые, видимо, Путин сказал Трампу. Трамп их понял. Вот сейчас вот отвечая на вопрос, да, а чуть то вот это Зеленский, Путин не идет к Зеленскому навстречу. Вот что это такое? Почему так? Говорит, так он его не любит. То есть, вы понимаете, не любят. Это вообще личностный конфликт, это личностная война. Трамп искусно обставляет дело, видимо, приняв в сторону России, что нужно еще продолжить повоевать. А так вот, если подумать, а что? Зачем нужна остановка войны американцам? Давайте просто, вот смотрите, идет наступление российских войск. Да, там в Запорожской области немножко приостановили, хотя угрозы были, кричали. Сегодня вот сообщали о том, что в дроновом полуокружении находится Херсон. То есть там дорога на Николаев, и вот это вот дроны, все, в общем, логистику перерезают. То есть Херсон в опасности сейчас.
Запорожье, туда уже тоже долетают дроны FPV. Это тоже как бы опасность. Что еще? Ну, Покровские вот эти успехи, которые к этому независимости преподнес Сырский. Ну, так в Днепропетровской области идет потеря, в Купянске идет обход Купянска. Рассказывают о том, что ни в Константиновке, ни в Купянске уже жизни нет, газа. Нет, потому что его невозможно восстановить. Ну, то есть, все, его не будет никогда. Может быть, когда установится мир через какое-то там время, бог весть какое. То есть мы понимаем, что американцы спокойно выжидают капитуляции Зеленского, да, скажем так, включение вот этого своего, ну, как вы говорите, договора там о недрах или еще о чем-то. И они будут работать с Россией и работать в Украине с условной там новой администрацией. Вопрос у меня главный. Европейцам. Ну, то есть, смотрите, диспозиция Трампу Зеленский не нужен. А европейцам он зачем? Вот такое ощущение, что Европа вот прям является, ну, не знаю, мандатом Зеленского. Потому что выборы, понятно, нет, референдум нет. Европа стоит за его плечами, за ним. У него внешняя легитимность. Хотя русские говорят четко, Лавров говорит, мы его признаем как главу режима, но не будем мирное подписывать именно с ним. То есть все идут к какой-то финальной точке войны. Вопрос, военной точки или политической, революционной? Вы красиво сказали. Военной точкой или политической, революционной. Одно другого вообще не исключает. Одно другого вообще не исключает. И главный ответ на ваш главный вопрос, на мой взгляд, это в том, хорошо, почему Европа считает Зеленского легитимным, либо даже если не считает легитимным, заступается за него, как будто он на 200% легитимный. Ответ достаточно такой нестандартный, хотя очевидный, на мой взгляд. После того, как Европейский Союз деамериканизировался по решению именно и Байдена, и Трампа за последние 1,5 года, военным образом деамериканизировался, то кому осталось главное политическое влияние, кто генерирует и контролирует повестку на территории Европейского Союза? Ответ очевидный. Великая Британия. Есть, конечно, спор, там главенствует в Европейском Союзе правый берег Темзы в Лондонграде, либо левый берег Темзы. Это вопрос, конечно, философский, познавательный, семантический. Наверное, не самый главный. Главное то, что повестка в Европейском Союзе остается такова, как будто власти продолжают быть что-то наподобие Клинтона, Обамы и раннего Байдена. Вот такая продолжает оставаться повестка. Почему? Это вопрос идеологии, это вопрос политики, это вопрос космогонии или это вопрос климатических изменений. На мой взгляд, это вопрос столетнего договора. Потому что, согласно этому столетнему договору, Великобритания, которая тащила в качестве шлейфа, в качестве миноритарных совладельцев этих долей, этих 6 стран европейских, она потеряла этого из рук Трампа. То есть Трамп это оторвал, отобрал. Ну, из рук Зеленского он это взял, ну, практически это из рук Великобритании плюс этих 6 стран. Поэтому, когда мы говорим сейчас Европу, мы постоянно неправильно воспринимаем как, наверное, целокупная НАТО, либо целокупный Европейский Союз. Целокупный Европейский Союз это 27 стран. Целокупная НАТО это 32 страны, некоторые из которых даже не на территории Европы. А здесь речь идет о Великобритании плюс конкретных 6 из 27 европейских стран, которые являются коалицией обездоленных дольщиков, коалиция решительных, желающих сохранить свои доли насчет эксплуатации недр Украины вместе с Великобританией. Именно поэтому Великобритания заступается, вернее, условная Европа, в скобках именно эти 6 стран из Европы, они, конечно, влияют на остальные страны Европы силовыми методами, шантажом, их заставляют, грубо говоря, их поддерживать, и поэтому вот эти 6 стран, они готовы принять максимальные в силу и возможности участия, в том числе и военные, в том числе и боеприпасные, в том числе и финансовые, в том числе и любое другое, а остальные страны, припеваючи им, этим первым 6, они их поддерживают только вербально и не хотят отправлять никого. Испанцы не хотят отправлять никого, греки не хотят отправлять, португальцы,
Ну, даже Джорджи Мелони, она тоже, ну, вербально, да, мы вообще, ну, ни одного итальянского солдата, не-не-не, ни одного итальянца. Австрию вы слышали, чтобы она собирается кого-то туда отправить? Она не в доле. Зачем им это? Швейцария может быть, она не в Европейском Союзе, но в центре Европы. Она может быть что-то там. Не-не-не, ей тоже не надо. Она нейтралитет. Про Восточную Европу даже рассказывать и говорить не будем. Германия, Голландия, Дания, Великобритания, Франция, кто там, Бельгия, ну, кто там еще из этих сильно желающих, если кого-то пропустил. Вот они хотят, потому что Трамп должен, или, на мой взгляд, уже им обещал, пока что вербально, пока не формализовано, на этой встрече, которая была в Великобритании 2 недели назад, где фотографировался в Шотландии, он дал хотя бы, на мой взгляд, вербальное обещание, неформализованное, что он будет делиться вот этими недрами с ним. Как будет прекращение огня, как будет зачем ему делиться с ними недрами? Ну, потому что, понимаете, для того, чтобы начинать эксплуатацию этих недр, нужно, чтобы было прекращение огня. Ну, так это с Путиным можно договориться. Не так просто. Для того, чтобы начинать эксплуатацию этих недр на территории оставшейся Украины, где, естественно, нажива большая, он должен ждать, потерять время и не получить согласие России на эксплуатацию российской Арктики и российских недр остальной части России. То есть российская Арктика плюс российские недра, которые вербально тоже обещаны в виде даже предложены Путиным второй половине февраля, даже на сайте kremlin.ru в интервью для придворного, можно сказать, журналиста Павла Зарубина, там он это говорил и потом несколько раз это повторял. Он это повторял, 4-5 раза как минимум, в том числе и в Виткову, когда говорили об этих переговорах и разговорах. То есть Путину нужно, дайте нам там то, что мы не отвоевали, то, что мы хотим, будет прекращение огня, вы эксплуатируете Украину, я вам дам эксплуатировать и Россию, и российскую Арктику, потому что это типа как-то совместное пользование. Для того, чтобы эксплуатировать российскую Арктику, нужны российские ледоколы. Для того, чтобы эксплуатировать российскую Арктику, нужны британские, американские технологии, которые у России нет. Вот вам полный симбиоз, что называется. Для того, чтобы эксплуатировать российские недра, опять нужны Халибартон и другие американские технологии, разведки и там, разработки всего этого. Но на территории России, естественно, нужно много чего там российского, специфического, что там есть. Ну, если взять в сумме то, что Трамп будет делиться с территорией Украины, и то, что он получит в виде российской Арктики плюс России в качестве недр, но это не просто земля и небо, это курица и лошадь. Или, может быть, табун лошадей. Ну, примерно вот так. Поэтому он будет готов этим делиться. Вопрос в том, что он не будет готов, я не знаю, почему он не оперативно там этим делиться, либо не формализует. Там есть и массу, наверное, других обстоятельств. Наверное, там тоже есть и другие, скажем так, недоверия между этими фигурантами, между собой. Они же все пираты. Они же все пираты и каперы. Они пираты, которые оформлены как каперские свидетельства. Они так завоевывали Америку. Кто Америку завоевывал? Тот, кто убил брата, изнасиловал, какого-то там ограбил и убежал туда. И из Британии, соответственно, в Австралии то же самое. Но они же все пираты. Для того, чтобы они договорились, они даже друг другу плохо доверяют. Пока все не будет формализовано настоящим договором. Ничего не изменилось, только галстуки, пиджаки и рубашки стали подороже, и вид стал... На самом деле организация у них изменилась. Организация уже у них на высшем уровне. То есть они уже организованные, легализованные пираты. Пламен, это все, конечно, хорошо. Но возникает вопрос, чтобы что-либо где-либо разрабатывать, что-либо и где-либо, то есть или про Украину вы говорите, или про Российскую Федерацию, нужно же два момента. Момент первый, да, нужно, чтобы, понятно, что все на Донбассе, да, надо расчистить территорию от людей, и тогда там, помните, я просто помню, да, вот как житель Донбасса, сланцевый газ, вот эта тема прям, ее очень сильно качали, я думаю, вы тоже помните этот эпизод. А там же говорят, подождите, какой сланцевый газ? Там же лунный пейзаж, выжженное поле, марсианский пейзаж, ничего нет. А сейчас там вообще ничего нет, только мины, которые мешают. Мины очень дорого, в общем-то, снимать, да, и каким-то образом разминировать эту историю.
Поэтому лучше, чтобы это все перепахалось, взорвалось, но все равно опасно. То есть сказать, что война, да, вот она как бы помогает в достижении целей, там, чего-то где-то разрабатывать, но очень сложный вопрос. Вот войну надо заканчивать, а потом уже переходить к вот этим экономическим всяким, скажем так, моментам. Исходя из того, что вы говорите про Арктику, про там, экономический блок сотрудничества России и Соединенных Штатов Америки, напрашивается вывод, что получается, там договорились закончить войну, но не сейчас. И главный вопрос, а когда? Вы дважды упомянули вот эти 3500 ракет, которые там куда-то полетят, которые там 400 километров. Послушайте, эти 1000 ракет такие же, помощнее, за эти 3 года Россия выпустила по Украине. Украина что, закончила воевать? Украина что сказала? Не-не-не, все, давайте мир, давайте подписывать любые условия. С чего все вдруг взяли, что если сейчас выпустить 3000 ракет по Москве конкретно, вот по Кремлю, да, что Россия скажет: ой, слушайте, да-да-да, давайте мы договоримся, мы уйдем с Донбасса, мы уйдем с Крыма, мы отовсюду уйдем, выплатим репарации, все-все-все, снимем головы, покаемся. Да нет, они шандарахнут и жахнут в ответ своим оружием. Но тут только возникает вопрос, важный вопрос. А они будут это делать по Украине? Или там Посейдон по Британии? Или с американцами, например, там где-нибудь смогут пересечься, как это, слегка соприкоснувшись рукавами? То есть тут же сразу идет ниточка определенных, ну, цепочка определенных событий. И тянется она в сторону конфронтации, которую на Аляске Трамп и Путин сняли, сказали: все у нас нормально, мы договорились, мир стал безопаснее. Но вопрос-то заключается в другом. Если пойдет атака, то что предпримет Россия? Это, наверное, главный вопрос, который их сдерживает сделать намного более серьезные гадости, мерзости и подлости, потому что мы и в другие передачи с вами обсуждали, что англо-британцы, британо-американцы и все остальные там коалиции обездоленных дольщиков, они специально дозируют вот эти болезненные, неприятные политические приемы для того, чтобы получить изменение политического поведения. Например, в конкретном случае у Путина. Потому что действительно у человека, у которого, возможно, есть какая-то ядерная триада. Почему возможно? Потому что не точно, никто не знает. Я не знаю, кто знает. Но я знаю, что они не знают. Наверное, даже многие в Россию не знают, предположительно. Но даже только факт угрозы, как в шахмате, имеет огромное значение, что даже если есть какая-то ядерная триада, и она не на 100% такая, какая, ну, там Россия заявляет, ну, это все равно нанесет нам неприемлемый ущерб. Неприемлемо означает, мы на такое вообще не готовы, на такие риски мы не готовы. И они действительно не готовы, это факт. И правильно они не готовы. Но вы говорите, война, дело такое, что она помешает разработке недр. Война это, понимаете, для того, чтобы посеять что-то, нужно распахать землю. Для того, чтобы то, что ты посеял, хорошо там пошло. Там зерно, там жито, пшено и так далее и тому подобное. А война расчищает лишнего населения. То, что минные поля, то, что потом добыча пострадает, это вопрос технический. Да, вы правы, это не дешево, это не безопасно. Они запустят опять те же самые подрядчики, чтобы они это расчищали. Они запустят русских и украинских. Даже если нужно, они за это заплатят. Для того, чтобы они это расчистили. Не американские солдаты будут это разминировать, и не американские разведчики. Я имею в виду, которые занимаются разведкой определенных ценных ископаемых. Не британские. Местные будут это расчищать. Потом. Но это потом. Главное, что сейчас совершенно неизвестно, когда действительно прекратится этот огонь, потому что пока прогресс идет в положительную сторону для России, очевидно, это России не выгодно.
С другой стороны, если сейчас России будут бить более безжалостно по НПЗ, эти ракеты будут жахать, которые я обсудил уже 2 раза, не по Москве, не по Кремлю. Я думаю, что эти ракеты будут бить по военным объектам, по военно-промышленному комплексу и по НПЗ. Потому что это создает большую боль, не повреждая при этом главный ресурс, который потом будет являться, скажем так, объектом дележки. Соответственно, если Кремль начнет доходить до того, что лучше пока что прекратить, и даже на некоторые уступки, с их точки зрения, конечно, согласиться, какие уступки? Ну, сейчас Кремль хочет, чтобы Запорожье и Донецк, вернее, Луганская и Донецкая области, они в полном, в административных границах, но они же не отвоевали административные границы Донецкой области. И с такими темпами вполне вероятно, что в рамках месяц-два, а то и 3-4, может быть, и не отвоюют, неизвестно. Война дело такое, трудно можно прогнозировать. Вы очень интересную такую вещь сказали, что дроновские, скажем так, блокады и логистические перерезы определенных логистических артерий происходят уже на уровне между Херсоном и между Николаевым. Я думаю, что недалек тот час и момент, когда в рамках этой войны мы увидим, как пехота, допустим, штурмовики захватили какой-то бывший населенный пункт или какую-то территорию, а дроны распорядились так, что территория глубоко за ними уже находится под контролем дронов, а не людей, и эта пехота не может вернуться к своим частям, либо не может обеспечить логистическое, скажем так, взаимодействие. Получится так, что, например, участки фронта, где, например, украинских вооруженных сил мало, пока что от 8 до 11 человек на линейный километр фронта, их может быть и 0 человек на линейный километр фронта. А туда все равно будет невозможно никакие живые силы, там штурмовики там протиснуться по той же самой причине, по тем же самым там дронам. Потому что действительно дронница очень быстро развивается. Это самый быстро развивающийся род войск сейчас за эти 3,5 года. Это просто взрыв. Если этот взрыв не то, что увеличит свои темпы, скажем так, усовершенствоваться, увеличиваться количественно и прочее, а даже просто сохранить этот темп роста, то до 34-35 года, я думаю, что 75, а то и 90% из всех военных действий будет решаться именно на таком роботизированном, дронизированном, можно сказать, уровне. А живая сила, то, что раньше было в учебниках книга будущих командиров и других военных пособий, что пока пехота туда не пришла, пока сапог солдата туда не ступил, значит, ты все еще это место не завоевал. Ну, это, конечно, является правдой на все военные времена жизни, но, наверное, значение вот этих слов будет сильно меньше, потому что там, где раньше солдат и сапог должен был проверить, если кто-то другой, это будут делать дроны. Не обязательно туда отправлять живую силу, чтобы живая сила сокращалась. Дрон может проверить и нырнуть, Смотрите, и тут тоже проверить, такой и момент. докладывать. Он тоже специфический. Да, Но согласен. мы не будем... Смотрите, территория под каким флагом зависит от человека, а не от дрона. Это правда. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Нужен ли референдум об окончании войны в Украине? 5% считает, что нет, война же, это невозможно. 26% выборы президента и Рады нужны. Это и будет фактически этот референдум. 33% однозначно нужны, пора спросить людей. И 36% считают, толку, смухлюют и прикроют власти. Ну вот такой результат. Видим, что мнения вот разделились между скептиками откровенными и теми, кто говорят, ну хватит уже, давайте людей спросим. Александр, у меня хорошая новость для ТСК. 5%, согласно вашему опросу, от 20-миллионного населения Украины, это получается сколько там? 5%, 20 миллионов. Вы мне скажите, это 100 тысяч или миллион? Миллион, наверное. Миллион, почти миллион. Вот. Слушайте, 5%. 5% это означает, что есть миллионная армия на территории Украины, которая не состоит в рядах украинских вооруженных сил, а просто голосует. Так, удивительно.
самое время этих Ну, сейчас у найти меня же все-таки не и только отправить. Украина, не только украинцы, всего проголосовало там да, 3 с лишним тысячи человек, поэтому вот это все, конечно, можно масштабировать, но ход мысли вашей понятен. Давайте несколько вопросов. Сообщество YouTube, перейдем к нему. И отсюда вот такие вопросы. Виталий, добрый день. Если Трамп принял Зеленского в Белом доме в окружении медовых европряников, то розгами Трампа по-прежнему выглядят Венгрия, Словакия, примкнувшая к ним Польша. Это согласованные с Европой розги или уже сам ЕС начинает отползать от Украины? Спасибо за ответ. Вопрос на самом деле не совсем понятен, что означает, чтобы они отползали. Но я продолжаю считать, что Восточная Европа будет являться оплотом трампизма. Она и сейчас таково является. Более того, не только Восточная, но и так называемая бывшая Восточная Германия, то есть Германская Демократическая Республика, где сейчас главенствует альтернатива для Германии. Если кому-то от этого хорошо, я попытаюсь быстренько как-то их немножко привести в чувство, что называется. Второй половине 2026 года Трамп это не отрицал. Я уверен, Трамп к этому подключится. Предусматривается вхождение войск Восточной Европы на территорию Украины не для захвата Украины, условно, конечно, что это такое, а для того, чтобы они воевали с плохой Россией. Правда, сначала воевать они будут с Восточной Польшей, потом с самой Западной Украиной, и долго-долго, месяцы подряд будут добираться вообще-то до города-героя Киева и до Днепра. Но то, что появление их там означает, что высвободится энное количество украинских войск, которые сейчас там, грубо говоря, занимаются своими военными делами, и им придется уже пойти на передовой, все равно внесет некоторые дополнительные острые ощущения на линии фронта. Назовем это коротко так. Так, значит, следующий вопрос. Он звучит так. Ирония от Ивана. Поможет ли оснащение ВСУ катапультами? У катапульты, в отличие от Атакмс, нет GPS, снаряды катапульты не видны на радиолокаторе. Одни плюсы. Для этого нужно сделать этих катапультов. Если военно-промышленный комплекс Украины на это способен, теперь будет интересно, что за заряд будут класса в этих катапультах. На самом деле, это пусть будет и ирония, но, понимаете, здесь такой брейнсторм у наших, у ваших зрителей. Вполне вероятно, мы увидим что-то подобное. Потому что катапульт – это штука такая, которая использовала, знаете, это не совсем катапульт, правда, принцип катапульта – для запуска вот этих стрижей, это Яковлев 141, если мне память не изменяет. Нет, Туполев Ну да, 140. Да, тушки. А, да, да. Так и есть. И на этих яках, старых кукурузниках летят и сбивают дроны. Тоже был материал об этом в западной прессе. Здравствуйте, Пламенный Александр. Вопрос. А зачем Зеленский и его шайка драконят руку, которая их, если не кормит, то хотя бы подкармливает? Я имею в виду Венгрию и Польшу. Это часть какого-то многоходового плана или быдло почувствовало себя королем? И самое главное, народ как будто бы и не против, смотря на невежество лидера. Даже наоборот, украинцы чуть ли не готовы воевать с теми, кто им помогал в тылу. Это какое-то безумие. Что это говорит об украинском народе? Ой, я последний человек, который посмеет генерализировать, либо сказать что-то критическое, либо оскорбительное в сторону украинского народа. Потому что народ это... Я, кстати, считаю, что народ в Болгарии это меньше 1%, и думаю, что эта процентовка действительно для всех населений. Я разделяю понятие народ от понятия населения и понятие скот у населения. И для меня нормальные вообще-то страны, государства и державы, те, у которых народ главенствует и по количеству, и по качеству своему. Население это другая там, скажем так, форма жизни, а скот у населения это то, что не может не быть, но лучше, чтобы это было в санитарных минималистических границах. Это такая структура, но это не теория, это социология. Но в условиях неоколонизации, когда дебилизация и дерационализация населения уже приобретает определенные катастрофические, можно сказать, доминирующие масштабы, я лично считаю, что население Болгарии это примерно 10-15%, скот у населения 85%, а
народ в Болгарии это примерно от 1 до 3%, причем я буду рад, если действительно есть и 3%, потому что моментами есть сомнение, что есть и 1. И это происходит именно из-за разрухи в головах, которая и у вас, и у нас устроена одинаковым образом. Соответственно, если переносить на ваш вопрос по поводу Украины, еще раз, я думаю, что народ надо оставить в сторону, потому что народ это будни, это будные люди, это активные люди, это люди совести, это люди, которые стараются двигать прогресс вперед, и те, которые против всего этого несправедливого, глупого, безумного, уничтожительного, оскорбительного и осквернительного. А Да. те, которые просто это терпят, это население. А те, которые этому содействуют, это скот у населения. А, Это и у вас, и у нас, и в России, и в Германии, и по всему миру это примерно именно так это работает. Я понимаю, что это не популярная теория, но, к сожалению, ее легко можно проверить на деле. И на документалистику, и на статистику. Соответственно, с такими, скажем так, мыслями нельзя идти на выборы, потому что скоту населения привыкло, чтобы его величали, и его называли мудрейшими народами, вообще-то наилучшими людьми на свете. И когда им говоришь правду в глазах, правда всегда горькая, всегда тебя ненавидят за то, что ты правду говоришь. А ложь всегда слащавая, ложь всегда ароматизированная, ложь всегда, она с определенными там красителями там поверх идет. Поэтому скоту населения и население правду не любят. А народ, который не будет обижаться, потому что не будет самоопределяться вот этими определениями, он понимает, что народ это отдельно от всего этого, народ правду любит, но народ его мало. Поэтому я бы и не стал генерализировать. Украинский народ, украинское население сейчас терпит то, что, очевидно, большинству людей не в силах пока что противодействовать. Я уверен, что есть то, что называется у классиков революционной ситуации. То есть низы не хотят, а верхи, очевидно, не могут, тем более без внешней помощи. Но для того, чтобы низы, которые не хотят, могли бы сделать что-то с этими верхами, которые не могут, и которые даже их уничтожают, и оскорбляют, унижают, и в колючей проволоке вообще-то держат, нужен гегемон. Гегемон – это то, что сейчас не хватает на территории многострадальной Украины. Поэтому отсутствие гегемона, валить за последствия, скажем так, на народа, я бы и не стал. Я не из-за какой-то политкорректности это говорю. Как вы видите, я готов сказать достаточно суровые, непопулярные вещи без никакого притеснения. Но я думаю, что народ здесь ни при чем. Народ конкретно. А вот население и скоту населения очень даже при чем. Значит, Боцман пишет в чате, столько возни было вокруг соглашения о ресурсах, в расчете, что США поможет завершить конфликт. А теперь Трамп пытается отстраниться от конфликта. Получается, США развели Украину? США развели Украину? Ну да. Ну, Нет, ну а как? Подождите, а как по-другому? Ну, какой же был посыл? Что, смотрите, сейчас мы вот, американцы зайдут, заберут там в разработку наши недра, будут платить бюджет украинский и помогать оружием, или, например, будут давать оружием, ну, бартер, баш на баш, за лицензии, за как бы территории, и мы будем воевать, и мы будем сильные, и вот победим в войне, и, в общем, все будет круто. А сейчас выходит к тому, что Подоляк говорит, слушайте, так у нас уже есть справедливый мир, представляете? Мы же, украинцы, теперь не россияне. Все, до свидания. Мощи можем в католический храм отправить из Киево-Печерской лавры. Что там еще там? Крестный ход, батюшек можем повязать. Мы ж теперь не русские, все нормально. А молиться будем всеми конфессиями, ну, кроме УПЦ. И вообще, в принципе, язык вот этот русский никому не нужен. Все, у нас уже есть справедливый мир. Вот такой справедливый мир уже, в принципе, обустроили. А американцы оружием должны... Ну вот, сделка же, сделка. Вы оружие, вы нам помощь, деньги, оружие, а мы вам там землица подбросим. Ну, американцы, конечно, разводят, если нужно использовать вот этот, скажем так, более популярный приземленный термин, не только Украину, а всех. Потому что американцы, они производят 8,23% из мирового валового внутреннего продукта, а потребляют чуть менее 50, 48 с чем-то. Если они потребляли бы то, что они сами производили бы, они бы
ну, грубо говоря, потребляли эти же самые 8,23%, причем по данным на 2015-2016 год, я сейчас делюсь. Поэтому для того, чтобы ты имел возможность потреблять 4-5 раз больше, чем ты сам производишь, тебе нужно либо ограблять, либо разводить других. Ну, соответственно, это и происходит. Иначе, если они жили бы в 5-6 раз хуже, чем сейчас живут, и имели бы в 5-6 раз меньше, чем сейчас они имеют, но они не так сильно выделялись бы на фоне других, которых они ограбляют. Поэтому здесь дело не в том, что американцы разводят. Американцы ведут свой привычный образ жизни. Британо-американцы ведут свой привычный образ жизни. Для того, чтобы на Британские острова, где вообще уже ничего нет, жилось лучше либо не хуже, чем в местах, как Украина, как Болгария, как Средиземноморье, как Африка, как Азия, где условия жизни сильно лучше, и минералы, и всего остального есть много, сотни раз больше, чем там, это означает, что те, которые живут лучше в местах, где вообще ничего нет, просто имеют способы и технологии ограблять и доставать с помощью и руками, и трудом этих других, для того, чтобы им жилось хорошо. Поэтому нормально, когда гиена является хищником. Ненормально, когда зебра считает гиену дзен-буддийским монахом, который решил пить внезапно какие-то травчатые чайчики и петь мантры о мире и здоровье и стал внезапно братом. Когда зебра считает гиену братом и вообще-то вегетарианцем, то тогда это проблема в головах зебры. Такие зебры долго не живут. То же самое по поводу государств, держав. Это красиво, конечно. Такие зебры долго не живут. Друзья, всем большое спасибо, что побывали на этом прямом эфире. Я очень благодарен за то, что ставите лайки, пишите свои сообщения. Пламен, спасибо за время и мысли. Братья и сестры, дамы и господа, друзья, товарищи, не друзья, господа офицеры и господа не офицеры и все остальные не пьющие. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует. Берегите себя, несмотря ни на что. Добра и света в каждый дом. Увидимся обязательно. До скорого.